Привет! Мне тут понадобилась детальная информация по ранениям в игре, и я поняла, что в существующих гайдах есть не все, что мне нужно. Я решила разобраться и вам рассказать. Сегодня мы говорим только про разные типы повреждений, болезни не трогаем, рассматриваем на стандартном персонаже без перков, в настройках мира без каких-либо изменений. Немного теории. У каждой раны есть свои очки заживления. Исходя из наличия или отсутствия черт характера и иногда уровня прокачки медицины, игра выдает значение каждой ране в соответствующем промежутке. Начнем с самого простого – с царапин. Для царапин, полученных при контакте непосредственно с зомби, есть 7% шанс заражения зомби-вирусом. Если вы, конечно, не меняли настройки передачи вируса. Забинтованная царапина заживет от 6,5 до 14 игровых часов. Перк «Живучий» сокращает время излечения до интервала от 6 до 9,5 часов. Перк «Хрупкий», наоборот, увеличивает от 14 до 23. Навык медицины на скорость заживления не влияет. Дальше на экране я буду показывать цифры аналогичным образом, чтобы все не озвучивать. Следующая по плану у нас рваная рана. Если вы получили ее от контакта с зомби, то шанс пополнить их ряды составляет 25%. При любом уровне медицины рваная рана заживает одинаково по времени – от 28 до 55,5 игровых часов. Вариант лечения 1 – регулярно бинтоваться. По возможности делать припарки подорожника. Он ускоряет заживление в 2 раза. Срок действия припарки зависит от вашего уровня медицины. Припарки делаются из лекарственных трав, которые можно найти собирательством после прочтения журнала «Травник», либо взяв одноименный перк, но, честно говоря, это пустая трата баллов. Следующая по плану у нас глубокая рана. Если не брать вариант драки на топорах, то ее мы можем получить, перелезая через разбитое окно, предварительно не убрав осколки стекла, или случайно пройдя по осколкам босиком или в изношенной обуви. Ну, или сделав то же самое специально для прокачки первой помощи. Если ты не знаешь, про что я, посмотри другой мой гайд. Ссылка в углу справа и в описании. К слову, глубокая рана – это одна из 2 травм, при которых навык первой помощи вообще как-то влияет, но если не брать в расчет припарки. Есть 2 варианта лечения – долгий и эффективный. Но в обоих случаях нужно сначала удалить оттуда стекло, если оно есть. Лучше пинцетом или держателем хирургической иглы. Использование рук дает до получаса дополнительной боли, которая еще и суммируется, если вы повторяете процесс. В первом варианте лечения вы по аналогии с прошлыми ранениями регулярно меняете повязки и ждете. Заживает глубокая рана от 4 до 6 игровых дней. Припарка здесь не поможет. Второй вариант эффективный. Вы находите хирургическую иглу или обычную иглу и нить и зашиваете рану. В этом случае она заживает до царапины от 7 до 28 часов, в зависимости только от навыка первой помощи. Тяжесть изначального пореза не влияет на скорость заживления шва. Если сверху еще наложить бинт, то процесс пойдет в 2,5 раза быстрее. То есть излечение займет от 2,5 до 11 часов. Если у других ранений счетчик очков травм стремится к нулю, то у зашитой глубокой раны счетчик стремится к 40. Когда он достигает этого значения, глубокая рана становится царапиной и перестает выздоравливать. Нужно снимать шов. Не пугайтесь, если сняли шов слишком рано. Прогресс заживления не обнулится. Здесь же стоит упомянуть пулевое ранение. По аналогии с осколками стекла нужно вынуть пулю и дальше действовать как с обычной глубокой раны. Если пулю не вынимать, ранение не заживет. Следующим мы рассмотрим такую штуку, как укус. Уделим ему немного больше внимания, чем обычно принято. Если вы не отключили заражение в настройках игры, или играете без мода на вакцину, или на перк, дающий шанс не заразиться, то можете копать могилу персонажу. Шанс заражения зомби-вирусом 100%. Раньше в игре был мизерный шанс этого избежать, но теперь нет. Что бы вы ни читали на просторах интернета или вам не рассказывали друзья. Объясняю на пальцах. В укусе есть 2 фактора. Сам укус как рана и зомби-вирус как болезнь. Так вот, сам укус как рана может зажить. Без перков это от 69,5 до 111 часов. Но зомби-вирус уже в крови персонажа, и от него без модов никак не избавиться. Стандартное время летальности зомби-вируса в настройках игры 2-3 дня. Это значит, что если вам очень повезет, то вы увидите, как зажил ваш укус. А через пару часов присоединитесь к тем, кто вас им порадовал. Помимо ранений есть и другие травмы. Начнем с моего любимого ожога. Люблю я случайно наступать в костер, не осуждайте. Ожог при любом раскладе и наборе навыков имеет один и тот же разброс очков тяжести. В зависимости от вашего личного везения значение будет от 50 до 100. Соответственно, заживать вся эта прелесть в идеальных условиях будет от 70 до 140 часов. Грубо говоря, 3-6 дней. Последним на сегодня типом травм будет перелом. Здесь сильно останавливаться не буду, так как есть более чем подробный гайд от Нативеллы, не потерявший своей актуальности. Ссылка на него также и справа, и в описании. Отмечу только несколько основных моментов. На переломы конечности обязательно накладывать шины. Шина с нулевым навыком медицины ускоряет процесс в 4,5 раза, а на 10 уровне в 45 раз. Большим плюсом будет использование припарки окопника, она ускорит процесс в 2 раза дополнительно к шине. Срок ее действия также будет зависеть от уровня медицины. Бинтование не дает какого-либо прироста к скорости излечения. Существующий в игре медицинский корсет никак не поможет вам с травмами грудной клетки, например. В зависимости от тяжести перелома он будет срастаться от 53 до 84 дней без использования шин, припарок и навыка первой помощи. В противоположном варианте от 14 до 23 часов. Еще немного занимательной информации.
Вопреки распространенному мнению, во время многочисленных тестов ни одна рана не заживала быстрее от хорошего питания, как и наоборот. Таким образом, сытость и жажда влияют только на общее здоровье, высокий уровень которого нужен, чтобы не умереть во время перевязки, либо от новой царапины. Информация, требующая проверок, но пока вам расскажу. Если вы перевязываетесь чистым бинтом и он загрязняется на вас, через 2 часа наступает заражение. С грязным бинтом такого не происходит. Чтобы избавиться от заражения, используйте стерильные бинты, либо алкоголь, спиртовые салфетки или дезсредства. Бинты можно стерилизовать в горячей водой в кастрюле или кастрюльке, а не тратить вышеперечисленные. Также можно использовать антибиотики, но об этом в следующий раз. А на сегодня все. Делитесь своими мыслями в комментариях и удачного вам выживания!